thank you for choosing this message by Paul Manwaring, entitled Heaven's Relational Government. Спасибо, что вы слушаете проповедь Пола Менворена, которая называется «Небесное руководство, основанное на взаимоотношениях». Thank you. Спасибо. Thank you. Спасибо. Я до сих пор еще помню, когда я жил еще в Англии. Я помню, мы тогда группой людей, мы ездили на велосипедах вдоль речки. Мы где-то не часто это делали, но в одно воскресное утро мы ехали вдоль речки, и тогда я был частью небольшой церкви, где-то раз в год проповедовал, не чаще. И я помню, я им сказал, я жду того дня, когда я выйду вот на сцену проповедовать и просто прочитаю Слово Божье, и оно так будет резонировать в сердцах людей, что люди уже взорвутся просто от чтения Слова Божьего. И будут мне говорить, о, какое классное Слово, молодец. А я им скажу, да, ребята, это просто Библия. Я просто вам прочитал Библию. Я думаю, что для меня всегда будет колоссальная привилегия быть частью этого дома. Я хочу всегда переживать эту привилегию. Хочу начать сегодняшнюю проповедь с того, чтобы подчеркнуть, что вы часть чего-то большого. Вы знаете, наверное, это, конечно, вы часть чего-то огромного, чего-то большего, чем вы себе можете представить, часть чего-то предопределенного, часть чего-то небесного, того, чего, может быть, вы ждали всю жизнь. И название этой проповеди, может быть, оно такое не очень понятное, «Небесное руководство, основанное на взаимоотношениях». То есть вы слышали, как я проповедовал раньше о руководство церкви, руководство в духе там, и так далее. Я помню, однажды я с пастором Биллом разговаривал, и он сказал, «Небесное руководство основано на взаимоотношениях». И он говорил, небесное руководство — это семья. И я думал, вообще, вау, какая глубина. И думал, откуда это он взял, как это в этом апостольском движении Божьем. То есть я помню, как Билл постоянно говорил, что нет рака на небе, значит, не должно быть рака на земле. То есть мы стараемся явить все, что есть на небе, на землю. И я полностью понимаю концепцию. И вот я помню, он как-то сказал, но кроме всего, что мы говорим об исцелении и других аспектах, я хочу, чтобы руководство, которое на небе, происходило и на земле. То есть это не год выборов в этой стране. То есть слава Богу за ту молодую девушку, которую выбрали в руководстве нашего города в прошлом году. И это было потрясающе смотреть, как проходят в структуру власти наши люди, слава Богу. Но мы сейчас говорим не о руководстве политическом. Мы говорим о небесном руководстве, которое основано на семье, во-первых, которая заканчивается, отношения наши с Богом заканчиваются свадьбой. Вы помните, все идет к большому брачному пиру. То есть тут речь не идет о что кто-то кого-то выбирает, и так продвигается человек по лестнице власти. То есть мы сейчас не говорим о том, что чтобы попасть на небо, мы там пойдем голосовать за кого-то и будем голосовать за Иисуса, и тогда мы попадем на небо. Нет, это уже произошло. Мы уже идем на свадьбу. Мы уже идем на самую потрясающую, великую картину, которую когда-либо можно придумать в сфере взаимоотношений. Это брачный пир Агнца.
Это Сын Божий берет себе невесту, Христу, свою невесту, нас. И это не будет какая-то нудная выборы, там, мы выбираем Иисуса быть нашим руководителем. Нет, это будет что-то самое удивительное, потрясающее выражение нашей любви, выражение Его любви. И это только начало. И вообще мы даже представления не имеем, что будет происходить дальше. Понимаете? Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Они вместе всю вечность уже были, до того, как все началось здесь. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой были на небе до начала, до сотворения земли и всего видимого. И между ними было самое совершенное единство, общество, если можно так сказать, самая совершенная семья вместе. Совершенная любовь, абсолютная безопасность идентификации. Кто они и какая цель. Совершенство почтения друг к другу. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И вот из этого, из этих потрясающих взаимоотношений они творят. Они творят небо, землю. Вас и меня. И есть фраза Бытие 1:26, которая суммирует это. Написано: давайте сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Мы как-то сузили понимание этой фразы к тому, что такой старенький человечек с длинной белой бородой, он сказал: сотворю человека. Нет, это Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой сотворили человека и человечество по их образу и подобию. То есть я верю, что здесь мы не только по образу сотворены в смысле тела, но и взаимоотношения между людьми сотворены по образу взаимоотношений Бога Отца, Сына и Духа Святого. То есть наш мандат, наша цель на земле — это отражать вот этот образ взаимоотношений, куда бы мы ни пошли, что бы мы ни делали. В этом контексте у нас есть триединство, триединый Бог на небе, который сотворил землю. И если это не есть руководство неба, то есть нету более высшей власти. То есть вот что я думаю. Я думаю, что цель правительства, это создание общества. Ну, может быть, я чуть-чуть растяну ваше мышление сегодня. То есть цель правительства — это создание общества, хорошего общества. То есть мы живем в обществе уже так долго, что мы думаем, что правительство — это для того, чтобы управлять. И мы думаем, мы будем голосовать за кого-то, который, ну, хотя бы сохранил все как есть, чтобы цены на бензин были пониже, и чтобы работ создавалось побольше. И вот это будет хорошее правительство. Но основополагающая цель правительства — это создание общества, в котором мужчины и женщины могут жить вместе, и в этих взаимоотношениях они реализуют свой внутренний потенциал и свою цель жизни. Ну, то есть, это так, несколькими чертами картина. Потому что мы часто говорим о правительстве. Мы часто говорим о небесном правительстве, небесном руководстве. Я хочу, чтобы вы увидели, какую важную роль вы играете в руководстве или в правительстве. То есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Между ними самое совершенное общество. Правильно? То есть невозможно иметь более прекрасных отношений, чем между ними. И вот из этих взаимоотношений у них создалась какая-то картина — создать. И эта картина — создать семью, создать нас. И что происходит, конечно, когда человек
сотворен, человечество сотворено, мы разрываем отношения с Богом через то, что вкусили запретный плод. И мы думаем, о, как много мы потеряли, что бы произошло, если бы мы так не сделали. А как часто вы задумываетесь над тем, что Он потерял, когда человечество согрешило? Когда человек согрешил, Бог потерял взаимоотношения со своими детьми, которых Он сотворил. Он раньше ходил в прохладе дня, общаясь со своим мальчиком. Вот это то, что Он делал. Он привык к таким отношениям. Он ходил и общался с Адамом. Я не знаю о чем. Скорее всего, говорили про небо, про землю, про творение, про животных. Я не знаю, о чем они говорили. Но Библия говорит о том, что Бог создал его из любви. И потом он искал, он жаждал вернуть отношения со своими детьми. И во что я верю? Что вся книга, это о том, вся книга Библии, это о том, как Бог возвращает к себе своих детей. Как Бог восстанавливает изначальную, первоначальную картину совершенного общества, которую Он видел в своем сердце. И мы становимся сейчас частью этой картины. То есть небесное правительство — это семья. Руководство на небе основано на семейных принципах. И вот Он хочет, чтобы мы точно так же жили здесь, на земле. То есть Его план — это чтобы небесное руководство отражалось в наших отношениях. То есть мы притягиваем то, что на небе, на землю, во всех отношениях. И я верю, что то, что на небе, мы можем проявлять на земле. И часть того, что мы можем проявлять, это небесное руководство. Кто из вас когда-либо консультировал людей в плане исцеления, душевного исцеления или физического исцеления? Ага, многие из вас, да? Вы осознаете, что без этого, без консультирований, апостольское движение не может идти вперед. То есть, когда люди получают душевное, эмоциональное исцеление и восстановление, это хорошо, но тут еще кое-что происходит. Апостольское движение Божье без внутреннего исцеления сердца приведет нас к понятию старшего брата. Вы помните историю о блудном сыне? Помните, как два сына? Один сказал, я хочу получить наследство, и уходит, все протранжирил. И помните там все, что он творил? Потом обнаружил однажды, что он кушает свиные рожки, возвращается к отцу, постоянно репетирует, что он скажет отцу, когда он вернется. Он скажет, что «прости меня, отец». И вдруг он видит, как отец выбегает к нему навстречу. Отец его обнимает. Это настолько противоречит культуре того времени, чтобы богатый человек бежал, он обнимает его, он целует его. И все вот эти раны сердца, вся внутренняя тревога, боль, все исцеляется в объятиях Отца. В одно мгновение сын переживает, как он получает полное восстановление, когда Отец одевает ему обувь на ноги, кольцо на палец. То есть он получает назад свою идентификацию в семье. И вот это то, что происходит со многими из нас, когда мы получаем внутреннее исцеление от ран отца, от ран детства, от ран физических, которые в физическом мире произошли от отношений с родителями. Когда Небесный Отец нас обнимает, мы получаем эти восстановления. Но старший брат, он не получил это исцеление сердца. Он говорит, я работал тут кучу времени, я старался, и ты никогда для меня даже теленка не отдал. И вот это для меня настоящее апостольское движение, которое соединяет отцов и сыновей, матерей и дочерей, когда исцеляются сердца. Почему это важно? Почему это так важно? Потому что на нас есть потрясающая ответственность, пока мы ходим по земле. Потрясающая ответственность. Нам была дана ответственность иметь небесные отношения на земле. То есть
иметь такие отношения на земле, которые отражают небесные отношения. Мы как полотно, на котором художник рисует суть небесных отношений, которые между Богом Отцом, Сыном и Духом Святым. То есть мужья, жены, отцы, сыновья, матери и дочери, братья, сестры, невестки, зятья, все взаимоотношения, все здоровые взаимоотношения, которые мы испытываем здесь на земле, имеют предназначение быть прообразом или зеркалом, или намеком, или путем, который бы учил нас тем отношениям, которые существуют на небесах. Вот это ответственность, которую Бог нам дал на земле. Я раньше даже не осознавал этого. В Иоанна 17 главе Иисус молится удивительнейшей молитвой. И называется первосвященническая молитва. Да? И Он молится, Он говорит: Отец, когда мы были с Тобой на небе раньше, у нас была слава вместе. Прославь меня этой славой. Зачем? Позже в молитве записано: потому что я хочу эту славу отдать им. Им, это значит нам. И раньше он говорит: я молюсь не только об учениках, но и о тех, кто уверует по слову их. То есть речь идет о нас. То есть те, кто уверует по словам учеников, которых Иисус обучил. То есть у нас была слава на небе. Иисус говорит Отцу: у нас вот слава отношений. Часть, можно сказать, что здесь речь идет о том, что были взаимоотношения между Отцом, Сыном и Духом Святым в славе. И вот Иисус говорит: я хочу эту славу дать им. Вот ту же славу, в которой мы жили. И дальше Он сказал, чтобы познал мир. Вот для чего Он это делает. То есть Он помнит, что было на небе, что это было потрясающе, восхитительно, как мы любили друг друга, как мы в абсолютном совершенстве отношений были. Все делали вместе, в потрясающем единстве. Мы создали Вселенную, в потрясающем единстве. Мы были вместе. Мы знали то, о чем думает. Мы знали цель каждого. И это была слава в этих отношениях. И вот эту славу Иисус говорит: я хочу, чтобы эта слава была дана также моим ученикам. Зачем? Чтобы мир познал, как Отец любит Сына и как Сын любит Отца, и увидели Бога в этих взаимоотношениях. То есть, что же Иисус сделал в этой молитве? Он высвободил на нас власть руководить на земле точно так же, как на небесах происходит руководство. То есть показать миру, как Отец любит Сына, как Сын любит Отца. То есть представьте, насколько они были безопасны в своей идентификации. Вот если бы ты был на 100% спокоен насчет того, кто ты есть, не переживал, что с кем-то себя сравнивал, знал точно, к чему ты призван, насколько были бы другие отношения со всеми окружающими людьми. То есть, когда я общаюсь, например, с моим сыном, я знаю, какая цель в его жизни. Он знает, какая цель моей жизни. Мы помогаем друг другу. Иисус был искушаем, когда Он был на земле. То есть дьявол искушал Иисуса, и он мог бы соблазниться, и он мог бы перейти на территорию царства тьмы. Бог знал, но он все равно рискнул. Он послал Сына, потому что он знал, что Сын настолько точно знает свою идентификацию, и что Он исполнит свое предназначение. Что Иисус сказал? Он говорит: я должен пойти. Пришло время мне пойти на землю, потому что Дух Святой должен прийти. Чтобы Дух Святой пришел, мне нужно уже пойти на небо. Иисус сказал ученикам: мне пора уйти на небо, чтобы Дух Святой пришел. То есть Иисус точно знал свою цель и кто Он есть.
И он точно знал цель Духа Святого и когда он должен прийти. Вот это вот небесная атмосфера совершенного понимания своей идентификации. Настолько четко знать, кто я, что я должен делать на земле. Настолько четко осознавать, что мы были очищены, мы были оправданы. Мы праведность Божья. И Он хочет, чтобы мы были такими людьми. То есть вот о чем вся Библия, с начала до конца. Он хочет вернуть своих детей во взаимоотношения с Ним. И Он хочет, чтобы мы были восстановлены во взаимоотношении с Ним и друг с другом. И тогда правительство неба или руководство неба будет отражаться на земле. Вот что мы здесь можем видеть между нами. То есть сейчас что мы видим? Это споры, драки в правительстве, лидерство не знает, как руководить. То есть я верю, что цель правительства на земле точно такая же цель, как и на небе должна быть. Это помогать людям исполнять их призвание в жизни, их цель жизни. Много людей шутили на тему правительства. Сейчас хочу рассказать про двух, которые изумили меня в истории Соединенных Штатов. Один из них так сформулировал: цель правительства — это контролировать зло. Он говорил о том, что я рад, что он не участвовал в создании Конституции Соединенных Штатов, я очень рад. И Декларации независимости тоже он не участвовал. Адамс, который один из отцов Америки, он четко определил цель правительства. Адамс говорил о том, что счастье общества — это и есть цель правительства. Счастье каждого человека — это и есть конечная цель руководства страны. Чтобы каждый человек мог жить в ощущении самовыражения и исполнении своей цели. И если коротко сформулировать, счастье. И для меня это привилегия, что в моей стране, где я сейчас живу, в Америке, есть Декларация независимости, такая фраза, что мы можем жить в свободе и стремлении к счастью. То есть я 41 год, 41 год жил в Англии, молился о пробуждении там, делал все, что мог делать. Но у нас даже нету подобной конституции. У нас даже нету такой мечты. Кто-то из вас уже цинично относится к американской мечте, но в Америке хотя бы есть мечта. Я абсолютно серьезен сейчас. Когда ты живешь в стране, которая разрешает тебе иметь мечту, это потрясающее что-то. И я верю, что это пришло именно из отцов Америки, которые создали страну. То есть, когда люди руководят страной для людей. То есть, когда их целью это не контролировать зло, а их целью это сделать людей счастливыми. То есть, вот это изначальное намерение было людей, которые писали Декларацию независимости. И вот на этом основании я верю, что есть потенциал для каждой страны выйти вот на такой уровень руководства. Это потрясающая привилегия для меня лично жить в стране, которая разрешает мне мечтать и разрешает мне стремиться к счастью. 1 Петра 3:9 написано: «Вы были рождены для этой цели, чтобы наследовать благословение или счастье». Вы были рождены именно по этой причине. Не правда ли это потрясающе? Это немножко я ушел в сторону. Давайте вернемся к Иоанна 17 главе.
Потому что если я не прочитаю, может быть, вы что-то упустите. Иоанна 17 глава, 22-23 стихи. Вы притихли что-то. Вы внимательны, да, конспектируете. Итак, если вы следите за моей мыслью, что небесное руководство основывается на взаимоотношениях. И мы говорим о том, что мы должны отражать, мы должны быть прообразом этих отношений. Отношений небес. И вот эта слава во взаимоотношениях небес, она дана нам. Да? И дана для чего? Славу, которую ты дал мне, я дал им, 17 стих, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как ты возлюбил меня. Какая-то потрясающая привилегия у нас. Жить нашей жизни здесь на земле, чтобы показать в наших отношениях, как сильно Отец любит Сына и Сын любит Отца. Не правда ли это потрясающе? Любые взаимоотношения, здоровые взаимоотношения в вашей жизни, они предназначены, чтобы отразить взаимоотношения небес. Я сейчас уже 2 года как окунулся в новые взаимоотношения. То есть у меня 2 сына. Давайте я вам расскажу, чему учат меня мои сыновья. 2 года назад, в 2006 году, это первый раз мы вернулись в Англию на свадьбу моего сына Джеймса. То есть целую неделю мы готовились к свадьбе, и было так немножко напряженно. Ну, то есть обычно я слышал, самая тяжелая работа — это для отца невесты. А тут я думал, я буду отец жениха, все должно быть легко, но на самом деле все равно было много чего приготовлений. Я просто рассказываю вам, как есть. Тут есть несколько отцов в зале, и, может быть, вы поймете, о чем я говорю. В общем, я уже время свадьбы, и потрясающая свадьба была. И я уже настолько устал от всего, потом я проповедовал в церкви на следующий вечер. Потом мы обедаем с пастором, и я чувствую, как у меня эмоциональный срыв сейчас будет. Я уже просто устал. Я думаю, Господи, чего мне так тяжело? Чего настолько тяжело? И он говорит, потому что ты чуть-чуть заглянул в мое сердце. Я говорю, Боже, что? Он говорит, ты чуть-чуть заглянул в мое сердце, потому что ты увидел, как твой сын получил невесту после 6 лет непорочного ожидания, и это вот то, что я сейчас жду. То есть он ждет, когда его сын получит невесту. То есть Иисус готовит для нас место, и Он ждет нас стать чистой, непорочной невестой. То есть вот в таких ситуациях, где взаимоотношения между людьми, Он нам показывает, что на небе происходит. То есть у меня теперь есть невестка, и скоро появится 2-я невестка, то есть уже 2-й сын будет жениться. И это потрясающе, абсолютно потрясающе. То есть у меня уже будет, то есть все дети будут уже, так сказать, женаты. Но вы знаете, что это самая высокая форма удочерения, это невестка. То есть усыновление в Библии, это речь не идет о вообще беспризорных детях. Усыновление в Библии это высшая форма, как человека принимали в семью. То есть невестка, она входит в семью, берет фамилию семьи. Это самая высшая форма удочерения. Нету более высокой формы удочерения. То есть это удочерение любви. И вы знаете, что вообще мы все будем всю вечность невесткой. Крис задумался, да? То есть мы выходим замуж за Сына Божьего, да? Мы невеста Христа.
Значит, мы невестка для Бога Отца на всю вечность. Я думаю, именно таким путем мы становимся сонаследниками. Вот как происходит полнота сонаследия, когда мы выходим замуж за сына. Библия говорит много о невестках. Тот, кто находит жену, обретает благоволение Господа, да? Притча 18:23. Тот, кто нашел жену, обрел благоволение царя. Почему? Если ты, например, женишься на дочке богатого, и ты относишься к ней хорошо, то он тебе будет дарить веф9 на Рождество или другие машины. Это обо всем этом Библия говорит. Бог заинтересован во взаимоотношениях. Он Бог отношений. У Него руководство основано на взаимоотношениях. И Он через Своего Сына хочет передать нам славу, чтобы мы имели такие же взаимоотношения здесь, на земле, как на небе. Мы часть Его взаимоотношений и руководства. То есть эти все бюрократия и правительства, которые мы сейчас видим, как люди не ценят друг друга, не почитают друг друга, это не Божья картина. Наоборот, когда мы будем почитать, любить, уважать, вот тогда люди будут видеть, как Отец любит Сына, как Сын любит Отца. И мы все станем частью явления этой славы небес. То есть мы все часть чего-то огромного. Вы знаете, что Иисус был усыновлен? Что произошло? В Исайя 9 главе, куда бы я ни поехал, я все время возвращаюсь к Исайя 9 главе. Речь идет о увеличении Его владычества. Его владычество — это взаимоотношения. Исайя 9 глава, 6 стих. Написано: «Младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на плечах его, и дано имя ему, творящий чудеса, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Владыка покоя». То есть о чем здесь речь идет? Про рождение сына, рождение ребенка, потом сына. Это была культура того времени. Когда ребенок рождался, ребенка вообще передавали человеку, который присматривал за ним, главный слуга. Он присматривал за ребенком до его подросткового возраста, когда уже представляли после бар-мицвы или бат-мицвы, представляли ребенка и говорили, что он теперь взрослый. Кевин здесь учил, помните, о том, что отец шел на самое публичное место и провозглашал, что вот, это мой сын. И если он выпишет чек, другими словами, я верну деньги за него. То есть Иисус, Он пришел на землю, Он был как бы усыновлен, и потом Отец сказал: вот это мой сын возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть Иисус родился как бы в дом слуги, которого звали Иосиф и Мария. И он вырос в семье Иосифа, и потом водное крещение, и Бог Отец говорит: вот мой сын возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть Иосиф отвел ребенка к себе домой, а Бог явил своего сына. И слово, которое переводится как «сын», корень этого слова Павел использует вот в том стихе, где написано «дух усыновления», которым мы взываем «Абба Фада», «Абба Папа», «Отец». То есть вот это слово переводится как «усыновлен», «дух усыновления». То есть Иисус был усыновлен в семью, а потом представлен Богом как сын.
и высвобожден в Его служение. То есть, к чему я это все говорю? Это еще один пример, что происходит с нами. Как мы становимся сыновьями и дочками Бога, которых Бог удочеряет, усыновляет в полноту взаимоотношений небес. И вот это то, чего Бог ожидает. То есть, если еще мы не прошли исцеление внутренних ран, если мы еще не накушались свиных рожков, если мы не вернулись еще к нашему Небесному Отцу, не называем Его Папа, то мы не можем представить миру то, что мы должны представить. А это Его желание. То есть, вот почему про невестку, это, я думал, оставить вам такую картину, что мы все как невестка. Он хочет удочерить нас. Мы получаем фамилию рода. Мы получаем Отца, любовь Отца. То есть мы становимся представителями небесных отношений любви. То есть мы все посланники Христа, помните? Что это значит? Послы — это те, кто представляют народ в другом народе. То есть посол, например, Англии, в Америке, он представляет страну. То есть мы все смотрим фильмы, как, например, кто-то хочет спастись в чужой стране, он бежит в свое посольство. И мы, скорее всего, знаем, что его посольство в чужой стране — это территория его страны. И если он хочет спастись, он бежит на территорию своей страны, где он под защитой своей страны. И вот мы посланники, то есть мы послы небесной страны. Где бы мы ни жили, где бы мы ни находились, с кем бы мы ни общались, вокруг нас небесная территория, куда люди могут прийти и пережить защиту неба. Вы послы Христа. Где бы вы ни находились, где бы вы ни жили, где бы вы ни ходили, вы просто распространяете эту небесную территорию, куда бы вы ни пошли. И потом, когда вы начинаете строить взаимоотношения с людьми, что вы делаете? Исайя 9:7. Написано: умножению владычества или правления его и мира не будет предела. То есть, когда вы ходите в небесной власти, когда вы строите взаимоотношения с другими людьми, которые основаны на взаимоотношениях неба, тогда придет мир, придет покой. То есть нет никакого другого выбора. Если вы приходите, например, приносите хаос, разрушение, но имея отношения с Богом Отцом, Сыном, Духом Святым, вы представляете вот такую любовь и единство, которое между ними. Вы ничего не сможете другого принести, как любовь, как небесную красоту взаимоотношений. И вот через это и приходит умножение Его владычества на земле. И оно приходит через мир и покой. И дальше, чтобы Ему утвердить Его, то есть Царство, и укрепить Его судом и правдой. Это Исайя 9:7. Когда я готовился к проповеди, я читал здесь вот это место «укрепить Его судом и правдой». Вообще написано в другом переводе, написано: «Он утвердит и упрочит престол и царство Давида справедливостью и праведностью». То есть речь идет про справедливость. Библия говорит, что Богу нравится справедливость. Он любит справедливость. Это основание Его трона, справедливость. Он говорит о том, что нужно быть справедливым к вдовам и сиротам. Это совершенно не похоже на то, что мы сейчас видим в судебной системе. Я был в судебной системе, был руководителем тюрьмы 19 лет в Англии. Я не видел много справедливости. Но что у Бога есть для нас на земле? Какая справедливость есть? Может быть, вы слышали эту историю Соломона. Помните, как две женщины пришли к Соломону? У одной был мертвый ребенок, у другой живой ребенок.
И они спорили, чей это ребенок. И Соломон был там как судья. И он должен был сделать, принять важное решение, кому отдать ребенка. И Соломон говорит: принесите мне меч. Давайте просто пополам его разрубим, этого ребеночка, и каждая по половине получит. Сумасшедшая вещь, которую он только мог сказать. Но то, что Соломон тогда высвободил, если я могу это так сказать, это сердце Отца, в котором есть материнство. То есть, вот как Бог сотворил мужчину и женщину, вот Соломон получил доступ к сердцу матери, потому что произошло, когда он так сказал? Настоящая мама сказала: все, отдайте ребенка той женщине, потому что сердце мамы — это спасти ребенка любой ценой. И он на основании этого, он сразу понял, кто настоящая мама, и отдал ребенка настоящей маме. То есть я верю, вот так вот мы можем прикасаться к сердцу Бога и ощущать, что Он в своем сердце имеет к нам. То есть нет наказания в этой истории Соломона. Ребенок вернулся к своей маме. И я считаю, какая цель справедливости? Это восстановление взаимоотношений. Цель справедливости — это восстановить взаимоотношения. Иисус умер на кресте. Это самый величайший акт справедливости. Для чего? Чтобы восстановить взаимоотношения. Чтобы та справедливость, которую мы должны принести на землю и восстановить отношения между человечеством и Богом, чтобы мы могли это сделать. Если вы читаете Библию вот через эти очки, вы будете читать по-другому, через очки справедливости. Что значит справедливость для вдовы и сироты? Может быть, вы прочитываете эти места так быстро и не замечаете. Может быть, вы проходите через абортальные клиники и не задумываетесь, что такое справедливость для неродившегося ребенка. Что люди подразумевают под справедливостью? Справедливость для вдовы и для сироты — это значит дать им возможность пережить взаимоотношения на земле, которые будут прообраз их отношений на небе. Если женщина потеряла мужа, она не потеряла право иметь взаимоотношения с мужчиной, который может научить ее, как Небесный Отец ее любит. То есть настоящая справедливость всегда приводит к восстановлению отношений. То есть ребенок, который не абортирован, имеет возможность построить взаимоотношения с папой и с мамой, которые могут продемонстрировать и явить ему взаимоотношения Небесного Отца и Сына. То есть все сводится к взаимоотношениям. С самого начала до конца Библии мы видим, что Отец хочет вернуть к себе своих детей. То есть Он посылает совершенного Сына, видит, как Сын умирает на кресте, отворачивается от Него. То есть это самый великий акт справедливости. Зачем? Чтобы получить назад своих детей, чтобы вернуть детей во взаимоотношения с собой. Нам нужно научиться читать Библию через вот такие очки. То есть, если вы читаете книгу Судей, и там написано: Бог послал судей, чтобы освободить народ. То есть Бог посылает судей не чтобы наказывать людей. Мы думаем, что вот эти судьи, они для того, чтобы наказывать. Нет, чтобы Бог послал их, чтобы освобождать народ. В книге Откровения. Я думал, если я когда-нибудь буду писать учебное пособие к Библии, я тогда в моей Библии не напишу «Судный день», а напишу «День освобождения». Если вы приняли Иисуса как Господа, то судный день превращается в день свободы, день освобождения. Он за нас. Мы победители.
У нас отношения с Богом восстановлены в тот день суда. То есть для нас уже не будет наказания. То есть нам уже не нужно переживать, будет ли наше имя записано в книге жизни. Это для нас это день победы, день освобождения. То есть нам была дана удивительная ответственность, удивительная привилегия являть вот эти взаимоотношения небес здесь на земле и руководить через вот такую любовь неба. И представьте себе армию матерей, детей, отцов, которые будут ставить перед собой задачу, что мы хотим так любить, как люди любят на небе. Мы хотим так передавать свое сердце, любовь, теплоту друг другу, точно так же, как на небе. И представьте, это передается из поколения в поколение, из поколения в поколение. И мы попадаем вот под это, мы погружаемся в такую реку любви апостолов, отцов, апостолов, матерей. Мы наследуем эти благословения, которые передают пастор Билл и Бенни. То есть мы получаемся под покрытием, под руководством неба. То есть вот это настоящее руководство, вот это настоящее лидерство. И у нас есть привилегия переживать это здесь, в этом доме. И когда мы начинаем так жить, знаете, что будет происходить? Мы начинаем почитать друг друга, любить друг друга, ценить друг друга, быть в безопасном осознании, кто мы есть. И мы захотим передать эстафетную палочку пробуждения следующему поколению. В этом ключ. Вот почему так важно получить эмоциональное исцеление. Если я старший брат, и я злюсь на своего брата, я говорю моим детям, что они не заслуживают чего-то. Почему у вас должны быть привилегии? Я так трудился, тяжело страдал. Почему ты должен это бесплатно получить? Я видел, как многие миллиардеры ничего не оставляют своим детям. Меня это достает. Меня это просто достает. Какое отношение у этих миллиардеров? Они пусть дети сами заработают, как я заработал все. Я так не хочу, чтобы вот эти отношения заходили во взаимоотношения в церкви. Мы должны воспитывать поколение отцов и матерей, сыновей, дочерей, которые будут чувствовать безопасно, кто они есть в Боге. Они будут ощущать себя любимыми, желанными. И получат вот эту эстафетную палочку от нас и будут любить следующее поколение еще больше. И вот этот менталитет, что мы работали для этого, и вы должны для этого работать, чтобы оно не заходило даже в церковь. Иисус дал нам вот этот принцип. Он сказал: вы будете творить больше, чем я. Он сказал: вы будете делать больше чудес, чем я. Я читал это место так много раз. Я никогда не мог до конца успокоиться. Думал, что я упускаю здесь. То есть, знаете, как читаю Библию и постоянно думаю, вот тут чего-то я никак не могу понять. Например, там, как Иисус кормил 5000, или там, как воскрешал, и там другие подобные вещи. И вот тут Он говорит: вы будете творить больше, чем я. И для меня это, как? Но я верю в это. Я буду бежать к этому. Я бегу к этому. Я знаю, что Кевин тут воскрешает много мертвых людей. Студенты, вы стараетесь видеть чудеса. То есть мы бежим в этом направлении. Пожалуйста, если у вас будет 100 воскрешений из мертвых, мы будем просто самые счастливые из-за вас. Будем рады за вас. То есть Иисус сказал: еще больше вы сотворите. То есть я верю, что Иисус здесь показал нам принцип смотреть на следующее поколение и ожидать, что они сделают больше. Разрешение идти дальше, разрешение своим детям делать что-то больше. То есть Иисус, Он прожил жизнь на земле,
То есть, если бы он был на Олимпийских играх, например, с 0 до 33 лет, и вот он сделал прыжок, например, и перепрыгнул там 3,5 метра, допустим, в высоту или там в футах и в инчах считать гораздо легче. Ну, допустим, он перепрыгнул вот 3 метра и сказал: все, никто больше никогда в высоту выше, чем 3 метра, никто не прыгнет. Представьте, никогда бы не поднялся ни один чемпион. Но Иисус сказал: я хочу, чтобы вы сделали еще больше. То есть Он вдохновил стремиться к большему. И сейчас перепрыгивают уже 5 метров и больше. То есть мы всегда передаем следующему поколению приглашение творить что-то большее, чем мы сотворили. Это принцип неба. Это апостольство. Вот как я размышляю об этом. Апостол — это позиция, а апостольство — это взгляд на мир. Это как мы смотрим на все. Мы все призваны быть апостольскими. Мы не все апостолы, но мы все живем в апостольском движении. То есть мы должны смотреть на мир с перспективы, что культура неба, она вторгается в культуру на земле. Мы меняем культуру на земле культурой небес. Вот это значит, что мы несем культуру, это значит, мы апостолы. То есть это небо вторгается на землю через нас. Иисус пришел на землю, любовь Божья вторглась на землю через Иисуса. Это апостольство. И Иисус сказал: вы будете творить еще больше, чем я. И это наше задание — жить вот с такой перспективы. Верить, что Бог через нас будет делать еще больше дел, чем через Иисуса. То есть я живу для Ефесянам 1:10 написано в устроении, Ефесянам 1:10, в устроении полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главой Христом. То есть, что такое Божье управление или руководство? Чтобы все небесное и земное соединить под главой Христом. То есть, например, администрация президента Рейгана, он хотел, чтобы его менталитет вошел во все сферы жизни страны. Вот так я хочу, чтобы менталитет неба вошел во все сферы жизни. Чтобы все указывало на Иисуса. Чтобы все показывало, что от Него все. И мы здесь местные органы власти на земле. Мы экклесия. Мы органы власти на планете Земля. Мы представляем небо. И нам дано задание, поручение жить нашу жизнь здесь на земле, отражая славу взаимоотношений, которая на небе. То есть это вот то, как на небе люди имеют отношение друг к другу, как Отец относится к Иисусу, к Духу Святому. Это то, как Иисус почитает Духа Святого. Почтение — это валюта небес. И это валюта, которая продлевает нам жизнь. Помните, да? Почитайте отца и мать, и будете иметь долгую жизнь. То есть это валюта неба, которую мы притягиваем на землю и живем с этой валютой здесь на земле. Это почитание. И хочу вдохновить всех вас. Вы часть чего-то большого. Вы часть чего-то потрясающего. Это руководство неба на земле. Или правительство небес на земле. Вы знаете, как вы сегодня любите вашу жену? Это отражение для мира. Отражение небесной любви. Как Отец Небесный хочет видеть отношения Его Сына и невесты. Помните, написано: мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. И там дальше написано, что речь идет о отношениях Христа и церкви. То есть эти взаимоотношения между нами, с женами, мужьями, женами должны показать миру отношения между Иисусом и церковью. Хочу вдохновить вас всех, что на вас есть слава. У вас есть слава. Один из аспектов этой славы — это слава взаимоотношений. Это слава взаимоотношений, которые на небе, которую Иисус принес на землю, дал нам, чтобы мир мог познать. И в Аввакума
2:14. Есть стих, который часто неправильно цитируют. Написано: «Земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». И часто неправильно цитируют. И однажды меня даже исправили, что я неправильно процитировал. То есть не написано, что слава Господа наполнит землю. Написано: познание славы наполнит землю. Что это значит? Это значит, что мы должны познать, что такое слава Божья. Это значит, что люди будут знать, что такое слава. Если мы хотим, чтобы слава пропитала все, что здесь на земле, то вы будете разочарованы. Слава не наполнит землю. Нет. Оно пройдет через знание славы, наполнит землю. Именно знание, то есть через нас, познание наполнит всю землю. Я вам уже говорил, что вы можете распространять эту славу взаимоотношений небес. И вот это познание, оно должно распространяться, и люди должны познавать это. Мы становимся ответственны за распространение этих знаний. То есть сейчас вы услышали это, теперь вы ответственны, чтобы распространять это дальше и говорить об этом дальше. Каждый раз, когда будете кому-то служить во имя Иисуса, проявляйте в ваших отношениях с людьми ту же любовь, которую Отец проявляет к своему Сыну. Бесконечную, безусловную, жертвенную любовь. Вот так царства этого мира станут царствами нашего Бога, когда правительство, руководство неба будет наполнять эту землю через нас. Давайте встанем. Есть несколько вещей, за которые я хочу помолиться. Первое. Это если кто-то из вас еще ходит с такой раной от физического отца, я хочу просто обнять вас. Если вы еще никогда не бежали, не попадали в объятия бегущего к вам Небесного Отца, то я хочу, чтобы вы пережили это также сегодня. Нам нужно сначала исцелиться. Иначе мы станем старшим братом из притчи о блудном сыне. Если это касается вас, давайте сейчас закроем наши глаза. И давайте просто какое-то мгновение, просто уединитесь сейчас с Богом. Если вы не переживали объятия Небесного Отца, если вы чувствовали, что вы жили с какой-то позиции критики, что вот, они не заслужили, почему они это получили, а я это не получил, давайте просто примем любовь Отца. Отец, я высвобождаю Твою любовь на каждого. То, что Ты высвободил на меня, я высвобождаю на каждого, кто нуждается в этом. Все, кто сейчас взывают, все, кто сейчас хотят получить это от Тебя. Прошу, прикоснись к ним. Прикоснись к ним Твоей любовью, прикоснись им Твоим объятием. Покажи им, что они достойны этого. Одень потрясающую одежду на них, одень потрясающую обувь, кольцо. Пусть они празднуют возвращение домой, к Небесному Отцу. Прими каждого из них во имя Иисуса Христа. If you would like to order this message or any other product produced by Bethel Church, please visit our online store at www.ibethel.org or call Sound Wisdom at 530-246-6000.